Как и всякая мифология, германо-скандинавская мифология повествует о богах. При этом в более поздних источниках известны так называемые эвгомерические мифы, то есть мифы о том, что боги – это обожествленные предки, которые были людьми. Так, например, широко известны легенды о том, что Один пришел в Скандинавию из Причерноморья. Однако в данном видео я не буду разбирать эти мифы, поскольку они представляют собой относительно позднее явление. Я сосредоточу внимание на богах, как бы это странно ни звучало. При этом наш список богов будет кратким. В нем будет всего 7 богов, ибо наше видео будет посвящено не просто богам в целом, а именно тем богам, в честь которых оказались названы дни недели в германских языках. В следующих видео мы обязательно более подробно расскажем о богах германо-скандинавской традиции, об асах и ваннах, однако сейчас усаживайтесь поудобнее и смотрите наше видео. Не забудьте также подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о наших видео. Воскресенье посвящено богине Соль или Сунне, которая является богиней и персонификацией Солнца. Отсюда же английское Sunday, название воскресенья. Тем не менее, в видении Гюльви младшей Эдды сообщается, что Соль и ее брат-близнец Мани изначально были не богами, а детьми человека Мундильфари. Боги забрали этих детей и приставили возницами к колесницам Солнца и Луны. Эти колесницы каждый день преследуются двумя варгами, волками Сколь и Хати, что переводится как «предатель» и «ненавистник». В Рагнарёк эти волки догонят колесницы Солнца и Луны и проглотят светило. Те, кто внимательно слушал, могли усомниться, что Солнце олицетворялось женщиной, а Луна – мужчиной. Однако об этом свидетельствуют не только скандинавские мифы, но и языковые исследования, в том числе и славянских языков. Так, например, слово «солнце» изначально было женского рода. Также в русском языке сохранилось слово «месяц», которое является словом мужского рода. Это говорит о том, что слова, означающие солнце и луну, могли иметь описанные рода еще в языке праиндоевропейцев. Как я уже сказал, у Соль был брат-близнец Мани. Это бог Луны, хотя в младшей Эдде сообщается о том, что он был изначально человеком, о чем также уже говорилось. И именно Мани посвящен понедельник, отсюда английское Monday. Тюр, Тир или Тиу – это однорукий бог чести и войны из рода асов. Этому богу посвящен вторник, отсюда английское Tuesday. Следует полагать, что имя Тюра означает «бог» и восходит к протогерманскому «тивос» и протоиндоевропейскому «диеус». Именно из этих истоков происходят такие боги, как греческий Зевс, римский Юпитер, ведический Диаус, балтский Диевос. В результате можно заключить, что Тюр мог быть также универсальным божеством неба, но впоследствии стал богом войны и чести. Что занятно, указание на утрату прежних функций есть и в мифологии, ведь чудовищный волк Фенрир откусил Тюру руку. Одину или Вотану посвящена среда, отсюда и английское Wednesday, то есть день Водана. Это верховный бог и предводитель асов, рода богов. Его имя на прогерманском звучит как Воданас или Водинас, на древнескандинавском как Один. Один является сыном Бора и Бёстлы, внуком Бури. О том, кто такой Бури и как он появился, смотрите в первом видео нашего цикла. Один – известный мудрец, знаток рун и сказов. Он, являясь богом войны и победы и покровительствуя военной аристократии, воплощает в себе архетип царя-жреца, воина-колдуна. Тору посвящен четверг, отсюда английское Thursday.
немецкое Donnerstag. Этот бог происходит также из рода асов. Он является богом грома и молний, защитником людей и богов от великанов и чудовищ, обладателем знаменитого оружия, молота Мьёльнира. Его отец Один, а мать богиня земли Йорд, по другим источникам Хладюн, либо Фьоргюн. Образ Тора восходит к протоиндоевропейскому божеству грома. Само его имя связано с прогерманским словом, обозначающим гром. Таким образом, Тор близок к таким богам индоевропейских народов, как Индра, Таранис, Перкунас и Перун. Богине Фрейе из рода Ванов посвящена Пятница. Фрейя, что по-древнескандинавски значит «леди», также известная как Ванадис, дочь Ванов. Это богиня любви, красоты, плодородия, колдовства и войны, дочь Вана Ньорда. Она предводительница валькирий. Имеются теории, что Фрейя и другая богиня Фрик происходят от одного божества, общего среди германских народов. В пользу этого говорит и то, что мужем Фрик является Один, а мужем Фрейя Од, чье имя созвучно Одину, а также то, что именно Фрейя делит с Одином половину павших воинов, забирая их в свой чертог. Считается, что суббота – это единственный день недели, в котором латинское имя божества не было переведено на германский, отсюда современное английское Saturday и англосаксонское Saturnesdag. Согласно Герберу, однако, это название произошло вовсе не от Сатурна, но от Ситера, тевтонского бога сельского хозяйства, которого считали одним из перевоплощений бога Локи. Тем не менее, Гербер не дает ссылок на какие-либо источники, поэтому, скорее всего, можно считать данного бога или фальсификацией, или огерманившимся Сатурном. Однако в данном случае интересен другой факт. Скандинавское слово «лёрдаг», означающее «субботу», как видите, отличается от англосаксонского варианта, да и от современного английского. Оно происходит от древнескандинавского слова «лаугардагр», буквально означающего «день стирки». Ян де Врис пишет, что скорее Ньорд, а не Локи, скандинавский бог, который больше похож на Сатурна. Может ли связь между Ньордом и Сатурном быть причиной того, что скандинавы использовали для обозначения субботы слово «лаугардагр» – «день купания» или «стирки»? Это интересный вопрос, однако ответить на него вряд ли возможно. На этом мы закончим свой рассказ о богах германо-скандинавской мифологии, которым посвящены дни недели. Как видите, затронув такую тему, мы обозначили лишь общие контуры древнего пантеона. Я не пытался рассказать как можно больше о каждом боге, я хотел лишь дать краткую выжимку о тех богах, которых упомянул. Но в будущем ждите видео с более полным перечнем богов и их подробным описанием. В этом плане все в ваших руках. Вы можете помочь нам в создании новых видео прямо сейчас. Смотрите в описании видео, там есть реквизиты. На них присылайте ваши донаты, и все ваши средства пойдут на покупку оборудования и создание новых видео. Также не забывайте поставить лайк, подписаться на наш канал и наши проекты в социальных сетях. Ссылки также в описании. С вами был Вячеслав Ларин, автор проекта Одл. Спасибо за просмотр.